Ну что, друзья, пришло время поспрашивать последнего представителя альянсов, который находится на буткемпе. Привет! Привет, меня зовут Александр, мой игровой ник Рудер. Родом я из Санкт-Петербурга, но сейчас проживаю в Воронеже. Учусь в школе, мне 17 лет. Чем занимаешься помимо PUBG Mobile, такой тоже юный возраст, ну как и у большинства игроков, какие планы на жизнь? Я сейчас тоже готовлюсь к ЕГЭ, все-таки 11 класс. Планирую тоже уйти в сторону IT-сферы. И, киберспорт — это пока что основное все-таки. Ты сказал пока что, я спрашивал твоих тиммейтов, возможно ли вообще, да, существование в будущем такой профессии, как киберспортсмен, лично для тебя? Я считаю, что да. В принципе, все к этому сейчас идет, призовые фонды, все растет, медийность растет. И я думаю, что через 10, может быть, там больше 30 лет, это уже будет как бы признано основным спортом, ну, как футбол, баскетбол там и так далее. У тебя сейчас такой, может быть, даже ключевой, достаточно сложный период в жизни, когда ты заканчиваешь школу, выбираешь как раз-таки свой вектор развития, да, свой путь уже в такую полноценную взрослую жизнь, но при этом ты уже профессиональный киберспортсмен известной организации. Насколько сложно тебе справляться, совмещать учебу с твоей работой и как тебя поддерживает твоя семья? Ну, для меня это не так сложно. Все-таки киберспорту я уделяю времени больше, чем подготовке к экзаменам. А родители поддерживают, мама смотрит все игры, она болеет постоянно. И как бы, ну, у нас такие, она понимающий человек, несмотря на то, что она, взрослый человек. Обычно взрослые люди не поддерживают. У нас не такие отношения, больше дружеские. Перейдем к игре. Тоже стандартный уже вопрос для всех, но я думаю, что аудитории будет интересно лично с каждым познакомиться, представителем альянсов. Как давно ты в игре, из какой дисциплины пришел, или это может быть твоя первая игра? Ну, PUBG Mobile это моя первая игра и основная. Ну, и с ней я планирую, я начал киберспортивную карьеру и планирую закончить тоже киберспортивную карьеру в PUBG Mobile. С какого сезона играешь? Я играю со второго сезона, практически с релиза. Как быстро удалось тебе добиться каких-то результатов уже значимых и попасть в мир киберспорта? Ну, результаты у меня появились первый сезон в третьем или четвертом сезоне, когда только начинался какой-то киберспорт. Я нашел себе команду, Team Lightning команда, там, и мы выигрывали, достаточно много турниров на тот момент. Ну, не крупных, а именно СНГ турниров. И уже там тебя заметили ребята, и ты попал в альянсы? Да, мне написал Дискрим, позвал меня в альянс, и это уже была моя вторая команда, и с ней я до сих пор. Какая роль у тебя вообще в игре? Мы уже познакомились с вашим капитаном. Какие функции игровые ты выполняешь в PUBG Mobile? Ну, я обычно, я выполняю все функции. Я и настреливаю, и помогаю прянику с тактикой, с ротациями, помогаю при пуше. Ну, в принципе, универсальный игрок получается. Универсальный солдат, скажу так. Как думаешь, опять же, может быть, пару советов вашим подписчикам, вашим зрителям? Особенно интересно будет спросить тебя, потому что до этого ты, получается, не играл ни в компьютерный PUBG, ни в CS-ку, не участвовал в других дисциплинах. То есть это первая, по сути, такая для тебя игра, и ты вот сразу врываешься на самый высокий уровень. Как быстро добиться такого же успеха, как добился ты? Ну, я считаю, что это тренировки. Тренировки, тренировки, тренировки. Больше ничего не поможет. По поводу тренировок, что по ТДМу, что по пракам и турнирам в процентном соотношении, играешь ли паблики, расскажи немножко про это. В основном я тренируюсь на полигоне. У меня есть моих два основных сетапа. Это МК точка с СЛР-кой, либо МК ДП. Я тренирую только эти три пушки по 2 часа каждую примерно.
Паблики играю редко, ну и 2 пачки браков мы в команды играем, в принципе. Что делаешь, если не находишь своего любимого сетапа и ты не нашел SLR? Ну, я обычно беру либо СКС, либо миник, но предпочтительно СКС, я больше люблю семерочные ДМРки. В игре активно разработчики с обновлениями выпускают какие-то фиксы по стволам, меняют там дальность, разброс, кучность, урон, опять же, разного оружия. Следишь ли ты за этими трендами и как ты вообще относишься к тому, что разработчик вмешивается именно вот в эти тонкие игровые процессы, к которым уже привыкают киберспортсмены? Ну, я отношусь положительно, потому что все изменения — это некое развитие для игры. Стараюсь следить, но все равно для меня остается МК и точка — это преимущественный ган, с которым я играю. Мы говорили с твоими коллегами по цеху по поводу медийности. Ты ну, далеко не самый медийный человек в комьюнити, и в команде у вас есть Дискрим, который, на мой взгляд, является, наверное, самым медийным представителем. Как относишься к вопросу медийки, что делаешь по медийке и какие планы на будущее? Ну, медийка — это неотъемлемый атрибут киберспортсмена. Ее нужно развивать, но так как я слишком много тренируюсь, у меня не всегда получается. Я выкладываю некоторые свои лучшие моменты в истории в Инстаграм, ну и иногда выкладываю тимспики. Но сейчас, так как подготовка к ПМПЛ, времени вообще нет на это. Но планирую заняться потом после ПМПЛ. Что по PMPL, как проходит в целом, на твой взгляд, подготовка? Рад ли ты приезду на буткемп? Опять же, есть у вас в планах буткемп на финал PMPL. Что скажешь по этому поводу? Ну, подготовка, в принципе, идет продуктивно. Мы очень много играем, очень много вместе общаемся, смотрим разные сцены, китайская и ПК-папка тоже. ПК-папка — это там, сейчас очень крупный турнир идет, там прям много информации очень полезной для игроков, даже мобильного пабга. Ну и последний заключительный вопрос. Какие ставишь задачи для себя лично на ПМПЛ, может быть, попадание в какую-то определенную ранг по статистике? И в целом, какие ожидаешь результаты от вашего коллектива? Ну, ожидаю, естественно, топ-3, проход на EMEA. От себя хочу попасть в топ-5 MVP ПМПЛ.